Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Так смотришь, думаешь, Мария Армас, а с другой стороны вроде Влад Микеев. Короче, сначала Влад Микеев, здрасте, Добрый вечер. Потом Мария Армас. Девчонки, они такие, сейчас дело доделает и вернется, так сказала. Что делают, что чувствуют мужья, жены которых имеют открытых любовников? Не в смысле изменяет, а в смысле муж знает, что его жены роман. Ну, я могу сказать по своей практике, у меня были такие пациенты, но мы сейчас не на работе, в смысле не на консультации психологической, мы на радио. Почему я об этом так говорю? Я понимаю, что мужчины, в отличие от женщин, которые обожают поговорить про мужей, которые им изменяют, мужчины обременены самолюбием, и они более тяжело и болезненно относятся к ситуации, когда у женщины кто-то есть. Поэтому я вот что хочу сказать. Если разговоры не получатся, если все уйдут в себя, и никто не позвонит и не напишет, и говорить будет не о чем, тогда мне придется расширять. До обратной ситуации, до ситуации, когда жена знает, что у мужа кто-то есть, и как она с этим живет. Но, подчеркиваю, я бы хотел все-таки, чтобы программа, она не такая длинная, идет всего час, чтобы она была посвящена ситуации, при которой муж знает, что у жены есть любовник, или, так сказать, для высоты слога, как сами женщины говорят, любимый мужчина, и он при этом с этим живет, он с ней не разводится, это не в смысле бывшая жена, это нынешняя жена. Что при этом происходит, какие переживания, что человек чувствует, а самое главное, что, как эти люди живут. Вот это самое интересное. Ну, естественно, если это проблема для вас, то давайте ее решать. Вот пока у нас первый звонок от женщины. Добрый вечер. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Вот мы с мужем жили, все замечательно, прекрасно, и я из-за того, что все так прекрасно, думала, должно быть еще лучше, и изменила мужу. Он узнал об этом, и сразу же мне сказал, что он узнал и знает, и все. Но продолжал со мной жить. Мне было очень стыдно, я, конечно, не сознавалась в этом. А потом мы с ним развелись спустя пару лет. А он случайно об этом узнал? Он сказал, что он почувствовал. Дело в том, что в ту ночь меня не было дома. Я была, как сказал, что я с подругой была. Но он понял, то есть у него как бы все карты сошлись, и он пришел к такому выводу. Так. Вот. И он мне как бы простил это. Простил. Но спустя 2 года мы с ним развелись. И он сказал мне, что он мне сказал, что он разводится из-за того, что основная причина, что я ему тогда изменила, и он не мог с этим мириться. И вот скажите вопрос, это действительно так он считал, или это просто был предлог, и уже что-то другое было, а не эта измена? Все-таки 2 года-то он со мной прожил после измены. Ну да, я не могу, конечно, залезть в мозг вашему мужу, но если он 2 года все-таки жил, я думаю, что это был не предлог. У него как раз был прекрасный повод развестись сразу. Вы согласны? Ну, не знаю. Но он бы мог как раз использовать ситуацию для развода и развестись. А раз он 2 года прожил, я думаю, он честно пытался смириться с этим, но не смог. Это проблема. Но, слава богу, что хотя бы по теме, но, друзья мои, обратите внимание, это звонок все-таки от женщины, а не от мужчины. Добрый вечер. Вот. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Александр, город Днепр. Я давно слушаю вас. И вот сейчас как раз тема подходящая. Решился позвонить. Суть следующая. Мы с супругой, пока еще нынешней, около 4,5 лет встречались. Начали встречаться, будучи в ВУЗе, учились в ВУЗе вместе. Вот. После этого мы прожили порядка 4,5 лет. Вот. У нас родился ребенок порядка 2 лет назад. И, вероятно, после вот этой, скажем так, после родовой депрессии, у супруга, да, как бы замученная там и так далее. Вот, на фоне этого решила пойти на танцы. Я был как за, поскольку это ее там радовать могло и так далее. Все время с ребенком, а тут такое. Вот, начала ходить на танцы месяц, 2-3. В смысле, на дискотеку или она танцевала как школа танцев? Это танцы... Просто приходят люди и там занимаются 2 раза в неделю по пару часов. Чистый посадобль. Дальше. Да, примерно так. Что касается дальше, я заметил, что она стала больше уделять времени телефону, переписке,
Вот. Ну и в какой-то момент, ну, скажем, я слушаю вас часто и понимаю, что я как бы неуверенный в себе, ревнивый и т.д. и т.п. Ну, начал смотреть телефон, обнаружил, ну, примерно такое, что он пишет ей там каждое утро доброе утро, там, хорошего дня. Я когда тебе пишу, у меня там сердце дрожит и так далее, на что она там мне приятна и так далее. Вот. Ну, после этого мы как бы, я ей сказал об этом, поругались, вот, но ничего не поменялось, общение продолжилось, и через, может, месяц-два она сказала, что хочет пожить отдельно, вот. Но опять же, как бы я со своей стороны, можно сказать, выносил мозг, как ты можешь, там ребенок и так далее, и так далее. Ну, в итоге узнал, что чувства у нее появились к тому человеку. И когда она в новом, ну, на месте жительства новом делала ремонт, то он ей помогал. И там у него машина и так далее. У меня машины нет. Ну и сейчас они контактируют тесно, но как бы не живут вместе. И мы сейчас в состоянии развода, то есть вот, может, со дня на день. А вы инициатор развода или жена? Очень хороший и сложный в то время вопрос, потому что я позиционировал так. Если ты как бы хочешь, ну, уже все для себя решила, то значит надо разводиться. При этом как бы я не хотел бы с ней расставаться. Я чувствую себя, вот как вы там в передачах, да, брошенным и так далее, зависимость от нее. Вот. И, ну, а сейчас вот на днях она сказала: ты подал на развод? Я говорю: нет. Потому что процесс этот как бы с адвокатом решается, но я его не тороплю, адвоката, а он как бы такой, что сильно не торопится. И она говорит: я уже иск составила, готова подать сама. Ну, на что я ей сказал: если тебе не втерпешь, то пожалуйста. Ну, такой. Спасибо, знаете, Александр, большое спасибо за интересный рассказ. Ну, хорошие у нас слушатели, все-таки пока у нас все складывается. Друзья мои, там одна вещь прозвучала, не имеющая отношения к теме, но важная очень. Александр сказал, у нее там началась, там, не знаю, пострадовая депрессия, потому что она очень уставала. Никогда не путайте эти вещи. Не потому, что она уставала, у нее депрессия, а у нее из-за того, что депрессия, ощущение усталости. Понятно, что когда грудной ребенок, это тяжело. Но состояние депрессии, это не потому, что он грудной и вам тяжело, а вам тяжело до такой степени, что вы испытываете, я не знаю, там, апатию, иногда раздражение к грудному ребенку, именно потому что депрессия. Это называется психиатрией, психологизацией проблемы. Когда человек не понимает, что у него депрессия, болезнь, а он думает, что вот его так ребенок достал, что из-за этого он себя так чувствует. Все прямо наоборот. Он себя плохо чувствует именно потому, что у него депрессия. Добрый вечер. Алло. Здрасте. Алло. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, как вас зовут? Михаил, очень рада, что звонил за вас. Меня зовут Наталья. И я тоже, как видите, женщина. Слышите, я даже сказал, да. Так. Во-первых, я обязательно этот эфир прокручу мужу, потому что это моя благодарность ему. Он терпел 5 лет мои отношения с другим мужчиной. Было ему очень тяжело, особенно поначалу. И вот все, эти отношения закончились, он наблюдает агонию. И моя благодарность просто безмерна. Конечно, были очень острые моменты, и, ну, вплоть до очень редких разговоров, и разговоров о разводе, и лексика была ненормативная. Вот. Умом я понимала, что мой любовник не конкурент мужу, я ему про это прямо говорила. Я просто не понимала, почему меня так сильно привлек этот человек. Ну вот, прошло 5 лет, и я поняла, что, ну, что такое последняя влюбленность. Хорошо в нем разобралась. И призываю мужчин, если есть силы, проявить терпение. А вы 5 лет жили в семье с мужем? Да, все 5 лет, причем мы жили очень хорошо. А как муж себе или вам объяснил свое 5-летнее терпение?
Он видел, что я его тоже очень люблю, и уговаривала его не разбегаться. И... То есть я его люблю, но у меня 5 лет отношений с другим мужчиной. Ты как? Какие это отношения? Мы работали вместе. Вы же не о работе сейчас говорите, я надеюсь. Еще раз? Может быть, я вас неправильно понял. Я думал, что вы про секс, а не о работе говорите. У вас какие отношения были? Причем здесь работа? Там были и близкие отношения. Да. Правда, об этом не знает. Понятно. Наверное, все-таки он верил мне. Я ему, конечно, врала. Я думаю, вам нет смысла прокручивать вашему мужу этот эфир в таком случае. Уже бывшая жена, пишет нам Георгий, изменяла, простил раз. Изменяла, как это говорят в английском языке, прошедшее продолженное время, да? То есть неоднократно. Поговорили, договорились, но селяви. Развелся в 2014, сейчас живу с другой, я счастлив. Это нам пишет Георгий. Добрый вечер. Почему мужчина прощает измену, спрашивает Екатерина. Вы знаете, я думаю, потому же, почему и женщина. Причин несколько. Одни прямо безумно любят своих жен, другие не считают это вообще проблемой. А многие женщины, я когда на лекциях рассказываю, мужчина, как бы вам сказать, не придает значения, что ли, сексу. Секс и секс. Есть такое понятие из хиппи 60-х годов, секс без обязательств. Вот об этом я рассказываю на лекции. То, что женщина напрягается, они хотят серьезных отношений. А парень мне говорит, секс без обязательств. Так вот, это оно и есть, когда, секс и секс. И многие, не многие, к сожалению, есть мужчины, которые к этому относятся спокойно. Они прощают. Есть подкаблучники, есть со слабым характером, слабее, чем у жены. И есть зависимые. Им сложно разойтись. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, я так рада, что я дозвонилась. Меня зовут Евгения. Да, Евгения. У меня вопрос такой, если по теме, да. Из-за того, что сожитель, да, был, то есть мы не расписаны были, общался со своей бывшей женой, но в разводе, да, казалось бы, ничего там не предвещало такого. Из-за того, что у него был ребенок, мне казалось, что он с ней, изменяет мне тем, что у них были общие дела, не знаю, общие там какие-то вопросы, которые его внимание туда, в ту сторону от меня. И вы не поверите, меня это раньше, когда только было на букетно-конфетном периоде, не смущало. Но потом, когда он стал, после такого, грубо говоря, секса со мной, да, то есть моим, я стала ему говорить, мне неприятно, что ты общаешься со своей бывшей женой. Так. На что мне говорили, так у меня же там, ребенок несовершеннолетний, я должен ему уделять внимание. Угу. А так как я была невротиком, для меня это была измена, и я ему сама изменила. То есть я на работе с молодым человеком познакомилась, и было все. Все понятно, да, что в понятии это. И ему, объяснив это, что это все было чисто, как вы говорите, только как это, А вы ему рассказали об этом, да? Я ему рассказала, утаив, Ага, спасибо. И получается, что... Вы в магазине, в ресторане, в прачечной? Я дома. А это спасибо, это кому? Это моему супругу, который сейчас со своими друзьями жарит мясо внизу. Понятно, так. Так вот, я ему, получается, объяснила ситуацию, что... А зачем вы объяснили? Вы хотели разоружиться перед партией? В чем причина? Я же честный человек, я же не могу в открыто как-то там обманывать, в глаза смотреть. Так, вы ему признались. Да, но призналась, знаете как, что был секс, но с девушкой, и он это знал, мои эти предпочтения, эти дурацкие. Вот.
И он это все спустил как бы на какой-то вот, не знаю, самотек. Я сама потом разочаровалась в этом всем и как бы забыла и ему просила об этом не напоминать. Но любви все равно не было. То есть все, то есть это крах. Расстались, да? Дело в том, что когда я стала читать и действовать по 6 правилам, я просто поняла, что я устала от этих невротических отношений. И когда я сказала тому сожителю о том, что, дорогой мой, я тебя очень сильно люблю и уважаю, но я не могу мириться с теми твоими привычками, которые у тебя есть, и до свидания. Собрала вещи. Я прошу прощения. И дело в том, что он умер, вы понимаете, Михаил? Нет. Этот человек умер, вы понимаете? Вы эту привычку имели в виду? Привычку его... нет, я не смирилась с его стилем жизни. Привычка, то, что со своей бывшей женой общается. Да. Я с этим не смирилась и сказала, мне такого вообще не надо. Я собрала вещи. А вы считаете, что вам изменял, или все-таки по поводу ребенка, с ребенком приезжал общаться? Я считала, что он мне изменял. А сейчас, как думаете, он тем более уже умер? Какая причина была, как вы считаете? Ну, он изменял или все-таки? Да. Сейчас. Но сейчас я так счастлива со своим супругом, что я об этом мало задумывалась. Но так как я вас слушаю, мне было интересно вот эта передача. Да, но мне-то тоже интересно спросить вас, как вы считаете, изменял ли ваш мужчина или он навещал ребенка? Сейчас, как вы думаете? Дело в том, что я думаю, что он мне изменял. Ну, вот именно вот та физическая любовь, которая под понятием секса, я думаю, что да, была. Но не было подтверждений, то есть я просто чисто вот надуманно из-за вот этих невротики, они же все придумываются, надумывают. Вот интересно, то ли надумал, то ли думаю, что изменял. Но, слава богу, уже все позади, человек, конечно, жалко, что умер, но, наверное, вы об этом уже и забывать стали. Прожила 10 лет с мужчиной, потом ушла к другому, рассказала открыто о своей измене, но это не помогло. Прожила 10 лет с мужчиной, ушла к другому. Кому вы рассказали? И тот, с кем я жила, столько лет ушел. Понятно. Глубокую депрессию на 2 месяца. С моей стороны теперь есть некоторые сожаления. Теперь он боится и говорит, что ему сложно мне доверять. Как установить дружбу и доверие? Анастасия. Вам, наверное, вместе, ходить к психологу. Жена изменила практически на глазах через 10 лет брака. Читаем мы Павла. После этого как будто открылся шлюз, отношения стали более открытыми, даже как будто стали ближе. Через 2 года мы развелись. Боль никуда не ушла, она затаилась на время. Вот такая тоже история бывает. Но успеем мы 30 секунд. Добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Я бы хотела вам сказать и всем слушателям, если вы хотите, чтобы вторая половинка сбежала от вас и куда подальше, ревнуйте. И сводите ее с сценами ревности. Где была? Почему задержался на минуту или задержался? Тогда вторая половинка от вас убежит очень легко и быстро. По опыту знаете или как? Да. Спасибо. Вы знаете, на самом деле в этих словах есть правда, потому что когда человек ревнует, такое ощущение, что он просто провоцирует. Вот это подозрение как бы другому, который вообще даже думать еще не собирался ни о чем таком, а ему говорят, нет, а вдруг, и тогда он начинает об этом думать сам. Кстати, теперь у нас уже не Влад. Вам-то не видно, а я все вижу. А Мария Армус, вы не поверите, у нас вернулась в семью. У нас что-то тут с треугольником происходит. Да. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Добрый вечер вам тоже. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Да. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Очень рада, что дозвонилась до вас. У меня немножечко другая ситуация в плане того, что у мужа есть, получается, практически вторая семья. Вот. Как вас зовут? Меня зовут Алиса, мне 36 лет, я из Уфы. Так. Вот, ситуация очень непростая, я замужем уже 14 лет. Вот, все началось с того, что относительно через некоторое время после свадьбы я узнала о существовании его подруги, вот, но все-таки надеялась, что все-таки семья и так далее, человек поймет, подумает, то есть всерьез эту ситуацию не восприняла, но, как показывает ситуация, дальше больше получается, вот, и на протяжении всех этих лет, получается,
эта связь у них поддерживается. Относительно недавно, года 4 назад, я узнала о том, что там появился ребенок. Естественно, был скандал очень громкий. Вот. И вначале он все отрицал, потом все это он принял. Но уходить не собирается. Мне очень тяжело в этой ситуации находиться. У нас у самих 3 детей. Вот. И вначале пообещал, что будут отношения только с ребенком. Но, как мне кажется, это не сводится только к общению с ребенком, а что-то большее. Вот. То есть никаких конкретных разговоров он постоянно их избегает, и к чему-то прийти к какому-то общему знаменателю очень сложно с ним, так как он, в принципе, не хочет разговаривать вообще на эту тему, говорит, что она ему неприятна и так далее, и здесь нечего обсуждать, есть ребенок, которому он будет помогать. Вот. И я не знаю, мне очень сложно, я для себя вас открыла относительно недавно, смотрю все ваши передачи, слушаю, начинаю в себе разбираться, на многие вопросы нахожу ответ, но на данной ситуации какой-то предел наступает терпению, и мне хочется просто уйти от этого человека. Понял, спасибо. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Ирина. Вы говорите, живите по правилам, делай то, что хочется. Мне хочется встречаться с женатым мужчиной. А как же мораль, человеческие принципы, Христовы заповеди? Так хочется сказать в конце концов. Объясните, где та грань дозволенности. Как понять, что можно, а что нельзя, даже если очень хочется? Ну, если мы говорим о грани, то я для себя как психолог грань провожу между здоровыми и больными людьми. У здоровых людей здоровые желания, у больных больные. А сказать, что общение с женатым мужчиной признак болезни, я не могу. Потому что это в рамках, так сказать, нормы. Мораль здесь большой роли не играет. Здесь играет роль ущербность, как сказать, психологическая, потому что желание общаться с женатым мужчиной носит такой мазохистический характер во многом. Потому что влюбиться, конечно, можно и в женатого мужчину, я все понимаю, никто не виноват. Но дальше женщины, которые в себе уверены, говорят: слушай, я в тебя влюбилась, ты когда разведешься, сразу звони, не пропадай, я пошла. Женщины, которые имеют, так сказать, более низкую самооценку, они готовы терпеть, что у мужчины есть другая женщина, что у нее есть семья и так далее. Поэтому здесь не о дозволенности идет речь. Дозволенность тогда, когда вы совершаете какие-то против человека поступки, я уже трактую здоровой или больной психикой, и вы должны понять, насколько вам в принципе хочется так заморочиться, потому что такое общение с женатым мужчиной? Это слезы, истерики, скандалы, раздражение, вопросы, когда ты разведешься, почему выходные ты проводишь с семьей, почему я не могу с тобой встретить Новый год и так далее. Ну, есть фанаты таких отношений, что я могу сделать? Ну, есть и есть. Здрасте. Здрасте. Мне Давид зовут. Михаил. Да, Давид. Скажите, пожалуйста, вот мы в совместной жизни жили 23 года. Вот сейчас у нас около 5 лет уже как будто не живем. Причина, самая банальная причина, это мало зарабатывание деньги. Вы мало зарабатываете? Да, да. И к чему это привело, я не понял. Причина чего это стало? Причина привела, чтобы уже грани развода. То есть ваша жена из-за того, что мало зарабатываете, подала на развод или хочет подавать на развод? Ну, хочет, уже хочет. Вот такая ситуация. Вот не знаю, что делать. У нас 2 детей. А как вы считаете, эта проблема решается? Ну, не знаю, я ей говорю, все люди так, 80% люди так и живут. Как так? Мало. Скажите мне, что вы имеете в виду? Ну, в среднем мало зарабатываю. А сколько вы зарабатываете? Ну, 50, 60, 70. 50, 60, 70 тысяч. А сколько лет вашим детям? 22, 20. А жена работает? Да, жена работает. Сколько жена зарабатывает? Ну, где-то около 45 тысяч. Так. А дети уже взрослые, да, совершеннолетние? Да, дети взрослые, а дети вот со стороны матери. А, это не общие дети, да? Что?
Не общие дети? Не, мы общие дети просто вот... Как со стороны матери, они очень понимают. Что такое со стороны матери? Да, мне не понимают, что вот, допустим, можно как-то что-то делать. Я так понимаю, что они на стороне матери. На стороне матери. Да. Давид, скажите, пожалуйста, дети же тоже, наверное, работают? Нет, дети не работают. Они в институте с третьем, втором курсе. 20. Сколько вы сказали? Кому сколько лет? Дочке 21 год, а сыну... А сыну сколько? 20. 20. Хорошо. И вы содержите и дочь, и сына еще, да? Ну да. Ну, так сказать, вот последние 3 года не содерживал почти. То есть у вас больше 100 тысяч на двоих с женой? Да, да. А жена что хочет? Жена хочет больше хочет. Вот иногда, вот допустим, вот последний скандал записывается того, чтобы вот надо было платить за учебу 50 тысяч. Я сказал, у меня 30 есть, вот 30 заплатить. Нет, надо давать 50. Я говорю, 50 нет у меня, вот 30 есть. Нет, 50 будешь давать. И скандал пошел. Понятно. Ну, я не знаю, что вам делать, вы должны сами решать. Я думаю, здесь никто никого не любит в этой ситуации. Потому что давайте еще вам расскажу, как платное обучение в мире существует. Может быть, вы жене объясните. Значит, если дети прямо нереально талантливые, то они сразу после школы поступают в университет или в колледж. И они не платят ни копейки, они сдают экзамен на стипендию. А вот, например, сын моего брата родного, вот он живет в Канаде всю жизнь. Он, достаточно они бедно жили, иммигранты из России. И вот когда закончил школу, он в университет Торонто поступил, он помимо экзаменов еще сдал один экзамен, чтобы ему платили стипендию. Он не только никогда ни копейки не платил за образование, это ему уже лет 35-36, у него он уже, так сказать, доктор наук, и вот стипендии получает больше, чем у многих людей зарплата. 1150 в год долларов. Это примерно больше 10 тысяч долларов в месяц у нее стипендия такая. Поэтому дети могут сами себя обеспечить. Те, кто сразу такие не вундеркинды, после школы просто так поступить не могут, они идут работать, и на заработанные деньги тогда уже получают платное образование и сами за это платят. Родители могут только помочь. Я думаю, что тут просто неудовлетворенность жизнью со стороны вашей жены привела к такому разговору. Я бы на вашем месте сказал, хочешь разводиться, разводись, решай сама. Добрый вечер. Алло. Это Алло. вы в прямом эфире, да? Алло, добрый вечер. Больше некому, здравствуйте. Да, здрасте. А я тоже бы хотел задать вопрос. Пожалуйста. Про отношения, естественно. Живем с женой уже сколько? 4 года в браке. Есть сколько? Дети. 4 года? Ну да, 4-й год. Так. В браке. Есть дети и, в общем, тоже жизнь какая-то стала такая своеобразная. Как объяснить-то? В общем, пропал былой задор и азарт. И непонятно, что с этим делать. Как намекнуть жене, что, может быть, я не знаю, к психологу обратиться или что-то такое. С ее стороны пропало влечение, вы имеете в виду? Ну да, с ее стороны пропало. Как и это? с моей стороны тоже, наверное, как-то что-то кто вас сюда, инициатор секса кто обычно был? Когда-то на заре отношений, наверное, в принципе, инициатором отношений стал я, но она была достаточно активна в сексуальных отношениях. И она тоже проявляла инициативу время от времени? Да, проявляла. А сейчас уже не проявляет? Сейчас как-то нет, да. Понятно. И вы тоже не проявляете? Я тоже не проявляю, да, будем откровенны, стараюсь, конечно. Это, в общем, приходится для этого создать, какое-то усилие прикладывать. То есть так вот, кажется, по доброй воле не хочет никто друг друга? Вроде как все хотят, но не знаю. В общем, все сложно. Когда доходит до дела, все хорошо. Подождите, а вы объяснялись с женой на эту тему? Да, естественно, мы разговариваем. Она я устала как собака, об этом не может быть и речи, да?
Ну, все устают, да, к вечеру. Она про это говорит. Нет, вы сами скажите, это я пошутил. Может, у нее другое объяснение. Нет, ну, похоже, неважно. Нет сил, нет настроения. Да, завтра рано вставать, да? Что-то в этом духе. Понятно. Ну, и у меня тоже энтузиазма не хватает. Смотрите, тут причин много может быть, но я бы дошел до психоневролога, потому что у вас может быть астения. Ну, не депрессия, хотя, может, и депрессия. Просто когда у человека, ну, как сказать, возникает апатия, возникает астения, то есть снижение жизненного тонуса, то либидо его тоже сужается. Я бы сказал, сморщивается. И эту проблему надо решать. Если у вас какие-то конфликты в отношениях, и причина на самом деле не в депрессии, вот я такой пример вам приведу. Не обязательно это вас касается, но многих касается. Очень многие, особенно молодые пары, имеют такую странную привычку, когда они конфликтуют, то они мирятся через секс. И очень как-то бодро на этом уезжают какие-то годы молодые. Более того, многие из них говорят, что после конфликта секс просто волшебный, космический. В чем здесь проблема? Проблема в том, что когда вы поссорились, а потом занялись сексом, то, как правило, один из вас чувствует себя подавленным, обиженным и униженным. И то, что с ним сексом занялись, потом уже перестает работать, остается чувство обиды, и секс вообще сходит на нет. Поэтому я не очень советую злоупотреблять сексом как способом примирения. Сначала надо все-таки помириться. Добрый вечер. Саша из Лобни, кстати, спрашивает. Я вот вас послушала, историю женщины из Уфы, и возник вопрос, зачем мужчина заводит 2 семьи? Ведь если у него были уже отношения, то зачем он женится на другой? Есть вообще этому какое-то объяснение параллельных отношений? Да, конечно, рассказываю. Есть настоящие мужчины, энтузиасты своего дела. Есть люди, которые хотят помочь как можно большему количеству людей. Почему? Чтобы женщина была пристроена, чтобы у ней был мужчина, который о ней заботится, который кормит ее ребенка. У нас очень большая демографическая дыра в стране. 54% детей, Мария, вы не поверите, живут без отцов. Находятся настоящие мужчины. Там 1 семья на стороне, 2, а иногда даже 3, если денег хватает. Это то же самое, что работодатель, который предоставляет людям рабочие места. И так к этому. Я пошутил. Давайте примем звонок. Добрый вечер. Добрый. Альфа-самцы государственные на службе. Да. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела рассказать о трагичной истории, которая случилась в моей семье из-за измены. Мне 26, меня зовут Дарья. Извините, немножко волнуюсь. Дело в том, что моя мама изменяла моему отцу, и из-за этого он повесился. И я бы просто очень многим слушателям хотела сказать, чтобы они вовремя в своей семье говорили о каких-то проблемах. Простите, пожалуйста. Дело в том, что эта ситуация произошла 10 лет назад, и я спросила маму, почему ты это сделала, на что она мне сказала, что он меня подавлял, он меня унижал, и он пил, и вообще, то есть ей не хватало внимания, ей не хватало счастья, и из-за этого она сделала. Да, она-то это сделала, но он не из-за нее повесился. Дайте я вам тоже кое-что объясню. Я правильно вас понимаю, что если вас послушать, все мужчины, которым изменяют, все вешаются, да? Нет, я просто хотела, чтобы... Стоп. Нет, подождите. Я хочу, чтобы у вас с мамой тоже были нормальные отношения, потому что это их отношения. Отца и матери, это к вам, вас это вообще не касается. Но вы, видимо, мать простить не можете, да? Много над этим работала, но до конца еще зачем нет. работать? Давайте сейчас мы эту тему закроем. Если я вас правильно понимаю, что как только женщина изменяет мужчине, мужчина бежит вешаться, да? Я этого боюсь, да. То есть вы считаете, что все мужчины вешаются? Которым изменяют. Те, которым изменяют, конечно. Правильно, да? Нет, они не вешаются. Нет. Значит, дело не в измене, значит, не может измена быть причиной. Если не все вешаются. Значит, кто-то же не вешается, правильно? Вы здесь, Дарья? Здесь, да. Здорово. Я думаю, мы сегодня решим проблему с вашей мамой и с папой. Смотрите, какая история. Вы согласны с тем, что не все мужчины, которым изменяют, вешаются? Вообще кончают жизнь? Дальше. Когда ваш отец узнал первый раз, он мог развестись с вашей матерью?
Конечно. Он этого не сделал? Нет. Почему? Ну, он это принимал. Я не знаю, почему. То есть это его был выбор? Да. То есть он знал. Это не то, что вот мать сказала, он тут же пошел и повесился. Он с этим жил. Это был его выбор. Он мог развестись. Да. Ну, а тогда что, мать виновата? Да ни в чем она тогда, получается, не виновата. Все, поехали дальше. Живем с мужем уже 10 лет. Я узнал, что он заигрывает с другими девушками, но при этом меня не ценил. И во время очередной своей депрессии я встретил другого мужчину, который давил меня невероятной любовью. Сейчас 2-й год в отношениях с этим мужчиной, продолжаю жить с мужем, хотя уже дважды являлся инициатором расставания, довести дело до конца мешает привычка и жалость к нему. Я так понимаю, к мужу. Или все-таки к тому человеку, я так и не понимаю. Я знаю, что муж в курсе событий, но предпочитает молчать. А недавно и сам отличился. Меня оббивает, но, видимо, тоже изменил. Эта ситуация на мои попытки завести разговор никак не реагирует. Хочется просто сбежать от всех. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Светлана. Вы сегодня подняли вопрос про самолюбие мужское задето. А вот скажите, пожалуйста, когда самолюбие женское, но масштаба мужского, и тоже сильно задето, вот как в таком случае избавиться от этой сильной душевной боли? Потому что я вот слушаю ваши передачи и ваши правила, и я думаю, что я все делаю правильно, но не помогает, это не проходит. Боль внутри остается. Давайте говорить так. Вы узнали, что ваш муж вам не верен. Это был любимый мужчина, не муж. Любимый мужчина. Да, он в этом признался. Что произошло дальше? Мы расстались. Дальше? Дальше я пыталась забыть, но это не получается совсем сделать. И самое болезненное то, что он эмоционально меня не отпускает. В каком смысле? В том смысле, что он напрямую не выходит на связь, но с каких-то, знаете, вымышленных, допустим, аккаунтов пытается мне писать, там, узнавать, как у меня дела. Я знаю, что это именно он, и мне уже просто пришлось себя отовсюду удалить из соцсетей, вот вообще отовсюду. Но даже в этом случае продолжаются какие-то звонки, молчания, хотя прошло уже, почти год прошел. И очень тяжелое состояние эмоциональное, я не знаю, как из этого состояния просто выйти. Ну, у вас, видимо, есть какая-то проблема с, как бы вам сказать это понятнее, какой-то компонент страдания есть в вашей психике, скажем так. Почему я так рассуждаю? Вот у вас был любимый человек, вот вы узнали, что он с кем-то переспал, да? Ну, понятно, поплакали, расстроились, и он уже не ваш любимый человек. И вы идете дальше. А вы на этом застряли, как я понимаю, да? И крутите в голове диалоги, монологи, типа, как он мог так со мной поступить. Об этом речь идет? Об этом речь. Вот это и есть проблема, которая связана с тем, что есть какая-то потребность. Я сейчас пример такой дам, чтобы вы понимали, заморочиться. Пример очень интересный. В Фейсбуке кто-то выложил такой ролик, когда ребенок, 4-5 лет максимум, говорит: мама, прочитай мне стихотворение про собачку. Мама говорит: я не буду читать, ты сейчас плакать начал. Говорит: нет, ты прочитай. И мама уговаривает. Мама читает про собачку и доходит до того места, где она потерялась. И ребенок начинает рыдать. Я как психолог смотрел с открытым ртом на эту историю. Вот почему. По этому ролику создается ощущение, что люди сами у себя с детства провоцируют боль душевную. Даже когда у них все хорошо, а говорят: мама, прочитай мне стихотворение про собачку, которая потерялась, потому что я сейчас хочу страдать. Ребенок реально говорит таким образом, мама же тоже знает, что он просит, что ему хочется плакать, а повода нету. И он специально провоцирует. Вот по этой причине люди возвращаются к этой ситуации. Можно идти к психологу.